Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить торт-мороженое Милка. Торт приготовлен из шоколадно-сливочного мороженого в сочетании с мягким шоколадом. Торт очень вкусный, при этом просто и легко готовится. Данное количество ингредиентов рассчитано на торт диаметром 19 см, высотой 6 см и весом 1 кг. Давайте приготовим. Для основы нам потребуется 170 граммов песочного шоколадного печенья. Печенье надо измельчить в крошку. Самый быстрый вариант – измельчить его в блендере. Если блендера нет, то можно сложить печенье в пакет и раскатать их скалкой. В измельченную крошку выливаем 50 граммов растопленного сливочного масла. Все тщательно перемешиваем. Добавляем 1 столовую ложку сливок жирностью 30-35%. Перемешиваем до однородного состояния. Далее смотрите по своему печенью. Крошка должна хорошо прессоваться и легко рассыпаться обратно. Если крошка не держит форму, то можно добавить еще 1 столовую ложку сливок. Торт я собираю в разъемной форме диаметром 19 см, но форму закрываю пергаментной бумагой, края формы закрываю тефлоновой лентой. Вместо ленты можно использовать acетатную пленку или пергаментную бумагу. Перекладываем крошку в форму и разравниваем. Это будет наша основа. Убираем основу в холодильник и приготовим мягкий шоколад. Соединим вместе 100 граммов сливок жирностью 30-35% и 100 граммов шоколада с содержанием какао 50%. Нагреем все вместе в микроволновой печи или на водяной бане до горячего состояния. Кипятить не надо. Хорошо перемешаем все венчиком до однородного состояния. Мягкий шоколад готов. Даем ему остыть до комнатной температуры. Остывший шоколад переливаем в кондитерский мешок или пищевой пакет. Оставляем шоколад на столе и приготовим мороженое. В чистой сухой холодной чаше взобьем 400 граммов охлажденных сливок жирностью 30-35%. Начинаем взбивать на минимальных оборотах миксера. Когда сливки начинают пениться, добавляем к ним 10 граммов или 2 чайные ложки ванильного сахара. И постепенно увеличивая обороты миксера до максимальных, взбиваем сливки до воздушного состояния, до мягких пиков. В взбитые сливки добавляем 200 граммов сгущенного молока. Перемешиваем на средних оборотах миксера до однородного состояния. Сливочное мороженое готово. Делим его на 2 равные части. Одну часть убираем, а во вторую добавляем 20 граммов или 2 столовые ложки без верха просеянного какао. Аккуратно перемешиваем на средних оборотах миксера до однородного состояния. Шоколадное мороженое готово. Соберем какао со стенок и перемешаем по дну. Сформируем торт. Сначала на основу выкладываем шарики из шоколадного мороженого. Часть шариков выкладываем вплотную к пленке. Удобно их выкладывать чайной ложкой. Каждый шарик обводим шоколадом. Я также рисую шоколадом и на пленке, чтобы у готового торта был интересный рисунок. Далее пустоты между шоколадными шариками заполняем сливочным мороженым. Теперь на сливочное мороженое выкладываем шоколадные шарики. Шоколадные шарики обводим мягким шоколадом. Пустоты заполняем сливочным мороженым. Так формируем весь торт. В конце заливаем пустоты сливочным мороженым и верх аккуратно разравниваем. Пару раз постучим формой об стол, чтобы не было пустот. И покрываем торт оставшимся шоколадом. По шоколаду рисуем деревянной палочкой спираль. Получается интересный узор. Глубоко палочку вниз не опускайте, чтобы не перемешались слои. На полсантиметра, максимум на 1 сантиметр вниз.
Убираем торт в морозильную камеру до полного застывания, примерно на 5-7 часов. Время замораживания зависит от мощности вашей морозильной камеры. Готовое мороженое освобождаем от формы и убираем пленку. Чтобы торт было удобнее разрезать, его надо доставать из морозильной камеры заранее, примерно за 10-20 минут до подачи на стол, в зависимости от того, какая у вас температура в помещении. Если надо, то горячим сухим ножом можно подровнять край торта. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!